Никогда не задумывались, почему, когда вы выставляете пост, первые 10 минут вы всегда смотрите за вашими лайками, смотрите уведомления и пытаетесь уловить тот самый коммент или лайк, который точно вас заслуживает. Это все происходит из-за того, что в нашем мозге дофаминовые рецепторы подпитываются от того, что мы получаем вознаграждение от каких-либо действий. А это как чек-лист на телефоне. И лайк работает по той же самой схеме. Мы делаем лайк. И когда когда наш организм видит, что дофамин закончился, наш организм просто берет и кидает нас в еще одну дофаминовую ловушку, как так называемую гонка за тем самым последним видео, который постоянно в ночью, либо кто читает книги, например, читает статьи какие-нибудь, вы постоянно пытаетесь найти ту самую статью, которая станет последней, но уже 3 часа ночи, либо последняя катка, как у геймеров бывает, когда ты зашел, да это 1-2 катки и спать. Это максимум час, договоришь себе, но потом оказывается, что уже прошло очень много времени. Также у нас есть, в принципе, 3 признака того, что мы саботируем сами себя и начинаем отдаляться от самих же себя. Но это настолько сложно заметить, что когда ты это делаешь, как бы тебе сказать, твой организм не говорит тебе спасибо. На примере себя. Первый признак. Продуктивный скроллинг, о котором я сказал ранее. Мы пытаемся найти нужную статью, пытаемся увидеть что-то, что поможет нам улучшить себя, либо же как-нибудь, но на самом деле это ни к чему не приводит. Дальше. Перфекционизм. Это очень большая проблема, которая происходит у большинства людей, пытаются что-то начать, либо делать какое-то хобби. Те же гитаристы, либо пианисты, которые только начинают свой путь, они всегда пытаются что-то сделать идеально, но у них это никогда не получится, потому что им нужно начать с чего-либо. Но, с другой стороны, организм сам не даст это сделать, и мы попадаем в 3-ю ловушку – эскапизм. Либо же будем пытаться избежать того, чтобы что-то сделать, либо начать. Например, это эмоциональная усталость, тревожность, перегруженность сознания, и мы чувствуем себя одинокими. Например, на примере этого работает социальные медиа. Когда мы заходим в социальные медиа, мы вроде бы находимся близко к людям, которые находятся рядом с нами, но и в то же время очень далеко. Когда мы пытаемся понять, от чего это происходит, мы можем наткнуться на несколько статей по поводу думскроллинга от известных университетов, которых я приложу в описании. Сейчас об этом говорить не буду, но, например, если вы думаете, что вы ленивый, либо что-либо такое, это не из-за того, что вы ленивый. Может быть, вы просто ленивый, но это не то. Нет, это не суть видео. Когда вы думаете, что вы ленивый и пытаетесь что-то сделать, но вы постоянно падаете в ловушку самосовершенствования, попробуйте один лайфхак, который советует очень много людей, и это просто побыть собой. Детокс от всех сетей, это как некоторые делают, очень много блогеров сейчас делают этот тренд. А когда ты берешь и отключаешься от всех сетей. Поэтому сейчас расскажем, как в течение 2-3 месяцев понять, чего ты хочешь от жизни и как правильно делать self-detox. И первый у нас по списку идет пробовать понять, какая у вас дискомфортная зона. То есть первые 3 дня вы пытаетесь следить за собой и понимать, где вы проводите больше всего времени. После этого у вас начинается первые... Давай так. По факту это просто 3 месяца, либо месяц. Это на ваше усмотрение, когда вы просто делаете отдых от соцсетей и от всего, что слишком много забирает у вас внимание. Например, у меня это YouTube, потому что я смотрю YouTube слишком много. Я бы сказал, что так как я пошел на учебу, у меня сейчас меньше времени, но я думаю, что я приложу вот сюда скриншот с моего скрин-тайма, и вы поймете, сколько это времени, поэтому, да, это очень много. Я думаю, что 14-16 часов в день сайт прям brain rot, я бы сказал. Не ожидайте каких-то слишком больших результатов там за 2 недели. Они пройдут в течение месяца. Но первые 7 дней у вас, это я уменьшил соцсети. У меня следующая неделя будет улучшить сон, потому что нормализировать сон, потому что даже если вы уменьшили отвлекающие факторы, все равно у вас сон мог не измениться.
И что еще у нас есть? Так как мы все не роботы, и 30 дней мы не можем прожить, давайте поймем, почему ты именно 30 дней. За 30 дней ваш мозг перестраивает нейрорецепторы к зонам вознаграждения, и за эти 30 дней ваш мозг сам начнет находить новые пути для получения того же эффекта. Да, это у некоторых, когда они делают digital detox, отчасти бывает как ломка при сбое от никотина, но нужно просто переждать. Даже если у вас, например, как у меня, 14-16 часов в день, и вы снизите скрин-тайм до четверо, это, то есть получается 3-4 часа в день у вас будет уходить на YouTube, ну, как у меня на YouTube, или на соцсети, это не важно, то это все равно сделает очень большой эффект на вас. Поэтому нужно просто пытаться, потому что в первые 7 дней вы не заметите большой разницы, ваш организм будет ныть от того, что он хочет того, что раньше было, дофаминового пика определенного он хочет. Вторую неделю вы заметите то, что у вас... На второй неделе вы заметите, что у вас улучшится фокус и концентрация на вещах, которые вы раньше не могли сделать. В связи с этим у вас и сон улучшится, потому что чем быстрее ты фокусируешься, чем быстрее ты на это можешь заснуть. Но это не на всех работает, потому что некоторым нужен мелатонин после того, как они сбивают сон, потому что у всех нервы разные. Дальше. На третью неделю ходит мышечная ломка от того, что им хочется куда-то выйти. Вы можете это использовать для того, чтобы выйти куда-нибудь погулять, либо встретиться со своими давними друзьями, которые находятся рядом с вами. Потому что ловушку социальных сетей попадали все. Мы думаем, что они находятся на одном звонке, но на самом деле мы никогда им не позвоним. И мы переходим к третьей фазе. Это когда мы сами понимаем и сами предостерегаем себя от наших плохих привычек. Я бы сказал, что это будет как ваш антидот от того, чтобы вы в дальнейшем не сделали это. Например, начали опять скроллить ленту. Как вам ваши же родители иногда говорят: почему ты маешься? Иди занимайся спортом, либо иди на пробежку. Это тоже в их примере это самое то, что нам нужно. Мы, например, если вы хотите что-то сделать, то, что вас деструктивит, вы либо звоните другу, с которым можете прогуляться, либо делаете, например, физические упражнения, которые уменьшают стресс в голове. Поэтому автоматически нужно выработать привычку, чтобы наше самопредостережение работало на нас, а не против нас. Потому что чаще всего оно просто выключено, мы работаем на автопилоте. Пытаемся почувствовать, что будет после того, как мы попробуем взять себя, как говорится, в наши руки. И да, из этого фактора у нас выходит несколько частей. Из-за того, что мы говорили ранее, мы начинаем, когда триггеры наши затрагиваются, мы начинаем делать физические упражнения, но много людей впадают в привычку то, что они начинают слишком сильно. Ты можешь начать, например, делать digital detox и полностью избавиться от сетей. Как я и сказал, если вы уменьшите в 3 раза, либо в 2 раза, это уже будет как digital detox для вашего мозга. Поэтому, как много людей говорят, просто радуйтесь тому, что вы можете хоть что-то сделать. Если у вас не получается так, сделайте еще меньше. Попробуйте просто выработать постоянство в ваших действиях. Тогда, скорее всего, это так и получится. У меня тут скрипт, который я пытаюсь читать, пытаюсь успевать, поэтому... Да. Что мне еще по поводу поинтов моих стоит? Визуальные стимулы я указал, все это указал. Да, поэтому просто уменьшите время. И да, если вам так сложно, вы можете сделать, чтобы если, например, в определенные часы на айфоне есть функция, что вы можете сменить экраны, функция режимов, и на Samsung есть функция режимов на андроиде, вы можете выбрать определенные часы, когда приложения из определенного списка недоступны. Например, если вам очень сложно, вы можете это, прям если вам слишком сложно, но чаще всего просто убрать с рабочего стола в первое место, где это есть, это самый лучший способ, либо вы ставите ограничения дальше. Если у вас, например, есть какие-то зависимости, от которых вы прям не можете вообще, такие как, не знаю, и теперь у нас есть, если не помогают блокировщики доступа, либо временные лимиты с режимами, можете воспользоваться помощью тех же родителей, либо же тех же партнеров, которые живут рядом с вами. По идее, если вы живете со своим партнером, партнер может вам помочь, а вот что если говорить о том, насколько это эффективно, но будете судить вы. Так что мы переходим к главе 5.
Глава 5. Почему мы именно пытаемся быть всегда лучше всех, и почему мы именно попадаем в эту ловушку постоянного скроллинга? Так, если начинать с тех азов, которые всегда присущи людям, которые находятся вокруг вас, чаще всего вы пытаетесь подтвердить свое же состояние как обычный человек, потому что человек – социальное существо, он пытается подтвердить все, что находится рядом с ним, то есть получить подтверждение от кого-то другого. Но получить подтверждение от самих себя мы не можем, потому что у нас нет правильно расставленных приоритетов и ценностей к самим себе из-за того, что они у нас скрылись за чьими-то другими жизнями, которые происходят в Инстаграме или где бы это ни было. Так что не стоит просто разрушать жизнь из-за какого-то чужого контента, который, может быть, он просто снял, либо взял в аренду. И да, из-за этого выходит у нас еще один подпункт, потому что если мы ищем подтверждение от кого-то другого, то мы, получается, в себе сами не уверены. Если у нас что-то не получается, мы, может быть, можем сразу начать себя обвинять. Как много людей, у которых происходит точно так же. Они начинают себя обвинять, и мы видим статистику того, что очень много людей несчастны, либо делают суициды. Это не наш вариант, поэтому мы просто не пытаемся от себя чего-то запредельного, того, что мы не можем сами себе позволить. И да, опять же, если мы начинаем делать себе улучшения, и мы не хотим получать от какого-то другого подтверждения того, что мы полноценные, то давайте пробуем получить подтверждение от самих себя. Потому что самый главный человек в этой жизни, говорится, мы рождаемся одни и умираем одни. Поэтому что рекомендуют все коучи? Первое, писать дневник о своих достижениях за день. Второе, делать сводку того, что у тебя произошло. И четвертое, подытоживать итоги каждый год. И в этот же год переписывать свои цели на следующий год, чтобы вы их сравнивали. Поэтому можете воспользоваться этим, можете воспользоваться другим способом. Вы просто делайте так, чтобы ваш партнер и вы раз в год писали ваши цели. Просто посмотрели, галочки поставили, да-да, нет, пошли дальше. Но это не на всех работает, потому что без валидейшена, без подтверждения того, что у нас что-то получилось, у нас редко что-либо получается, потому что мы не можем найти мотивацию в самих же себя. Поэтому попробуйте для начала, если у вас не получится, пробуйте найти другой способ. Для того, чтобы просто уменьшить тревожность и боязнь того, что у вас уже не получится. Всего лишь испытания, которые вы просто можете пробовать пройти, либо как все сделают, просто забьют. Потому что этот видос должен был выйти. Пытался сделать этот видос на протяжении 2 месяцев. Дедлайн уже давно у меня прошел, потому что я себе его поставил. Но если бы, как говорится, мне просто не помогли, просто сказали, делай, я бы ничего не сделал, потому что я просто настроил 2 камеры здесь, чтобы у меня все работало. Поставил микрофон, чтобы можно было снять нормальный звук. И в принципе все. Поэтому просто пробуйте делать. А жизнь – это путешествие, которое вы должны пройти. Либо сами, либо с кем-то, кто вам сможет помочь в этом. Подпункт нашего 5 главы. Digital Detox нужен не для того, чтобы просто сделать перерыв от соцсетей, либо от технологий. Digital Detox нужен просто для того, чтобы понять, чего вам на самом деле нужно. Не тратили вы ваше время просто впустую. Поэтому просто поймите, все ли хорошо в вашей жизни, все ли хорошо идет в своей ли это очереди, и в принципе все, что я могу сказать. Поэтому не будьте слишком серьезными, не хватайте звезд небес от того, что вы чего-то не можете, просто делайте, потому что век технологий, век интернета, мы можем делать все, что угодно. И поэтому мы переходим к 6-му. В век АИ вы можете делать все, что угодно, только в голове вздумается, и просто пытайтесь делать. Это не так сложно, как мне кажется, как вам кажется, как много людей думают, что это сложно, а дети в 10-15 лет имеют YouTube-каналы на миллионы, потому что просто они используют искусственный интеллект, просто генерируют тебе контент. Поэтому что можно сказать, сейчас век такой, что нужно просто пытаться что-то делать, чтобы у тебя уже было что-то, потому что в гонку не успеешь, как со Стивом, например, сейчас у нас происходит. Да, еще раз. Просто пробуйте понимать, что вас отвлекает больше всего от ваших целей. И если вы хотите, вы можете 15 минут добавить в свою рутину, например, каждую субботу, либо каждое воскресенье, просто медитировать. Это тоже как маленький детокс у наших родителей, либо же
у ваших друзей может быть медитации другие. Некоторые раньше делали медитациями то, что называют сейчас церквями. Потому что ты приходишь в церковь и просто медитируешь. Поэтому очень много людей как будто гипнотизировались, когда ходили в церковь. Поэтому попробуйте, чтобы понять, что вам нужно от жизни. То, что я вам хочу сказать о том, что сейчас у нас происходит. А когда мы говорим о диджитал детоксе, люди туда входят обычно, когда у них до того, как у них начинается все прям плохо. Если у них уже начинается все плохо, и они пытаются себя обвинять в чем-то, уже действительно плохо, он не пытается думать о диджитал детоксе, он просто пытается жить. Когда становится слишком плохо, он начинает себя обвинять в том, что он никчемно, ничего не может. Но это не то, что он просто никчемно ничего не может. Это не его проблема. Может быть очень хорошим человеком, но он будет думать, что он плохой. Поэтому взять себя в руки тоже не получится. Потому что чаще всего мы не можем взять себя в руки. Обычно рекомендуют сходить к психологу, так и есть. Но обычно разговор с людьми либо друзьями на нормальные темы, если у вас хорошие есть друзья, помогает намного лучше, чем поход к психологу. Поэтому не думайте то, что что-то в жизни не получается, просто пробуйте сделать что-то. Переходим к 7. Вы когда-нибудь задумывались, что может с вами произойти, если вы просто начнете делать что-то, например, делали вчера, например, Digital Detox. Вот вы посмотрели сейчас мое видео, а вы сделаете что-нибудь? То, что вы раньше не делали. Давайте посмотрим, как вы изменитесь. В 7 части у нас просто попробуйте в ней уменьшить то, что вас слишком сильно отвлекает. Сделать не просто Digital Detox, а просто детокс от чего-либо. Добавьте медитацию к своей. Добавьте физические активности, это будет лучше для вашего здоровья. И сделайте так, чтобы в вашей голове не было столько боли и перегруженности, которая у вас есть сейчас, если она у вас есть. Поэтому и следующий эпизод будет о том, что мы сами уничтожаем себя, мы сами убегаем от себя, и мы сами не понимаем, что мы хотим. Поэтому загляните в описание. В описании я оставил ссылки на медицинские материалы. Это мой первый видос, поэтому следующий видос будет намного лучше, поэтому не судите строго, и увидимся в следующем эпизоде. Я вам обещаю.